Приветик, ребята! Ну что, по вашим многочисленным запросам я начинаю снимать дневник правильного питания. Сегодня первый день и хочу сразу немножечко прояснить ситуацию, рассказать вообще, как поменяется мое питание, потому что наступило лето, естественно, сезон фруктов, хочется есть гораздо меньше, чем это хотелось мне там осенью или зимой. И вообще, конечно, вы все понимаете, что летом хочется больше двигаться, но есть как-то не хочется из-за такой жары. Поэтому моя калорийность немножечко упала. Хотя тренировки у меня остались где-то 3-4 раза в неделю. Да, немножечко спала тоже, спала интенсивность тренировок, так как все-таки жара. И вообще лето — это время отдыха, вы, наверное, все это понимаете. Но все равно я продолжаю заниматься. Так что, да, интенсивность тренировок немножечко спала, то есть кардио у меня немножечко меньше осталось, силовые те же остались, но немножко так, лишь бы просто поддерживать фигуру. По поводу питания, калорийность у меня где-то примерно сейчас 1600-1700. В общем, где-то в этом районе. Белковость я тоже самую оставляю, но, в общем, где-то так выходит у меня. Немножко углеводов поменьше у меня будет. И все за счет в основном фруктов, потому что фрукты я ем, и я их очень люблю. Так что пойду сейчас делать завтрак, и потом пойдем на тренировочку. Начну я делать уже завтрак, сделаю свои любимые оладушки на овсянке и с яблочком. Вы, наверное, уже видели рецептик, так что ничего нового здесь не будет. Овсянка, правда, будет первого сорта. Вот такая вот крупненькая, которая требует варки. И с ней гораздо вкуснее, мне кажется, получается, чем от быстрой готовки. Ну что, вот такой завтрак у меня получился. Сверху я полила немного йогурта и по бокам немного клубнички. И, конечно же, мой любимый цикорий. Здесь у меня мой коктейльчик стоит, так что сейчас кушаем. Дима уже там хрумкает, сидит. И идем на тренировочку. Так, и пока делаются мои оладушки, я сейчас делаю себе коктейльчик, который я выпью после тренировочки. Он у меня будет такой белково-углеводный, как раз то, что нужно. Я буду использовать такой творог. Здесь 2% жирности. Кстати, я его купила в магазине якобы белорусских товаров. Так что, если кто из вас в Беларуси, правда ли этот творожок с Беларуси? Просто чисто интересно. Добавлю его, потом добавлю бананчик такой. Смотрите, чтобы на нем были немножко такие точечки. Чем больше точечек, тем он будет слаще. То есть такой уже немножечко перезрелый. У меня даже сейчас еще не сильно он перезрел, но все равно, ладно, уже пихну его туда. Немножко клубники добавлю. Тоже клубнику, смотрите, чтобы она была тоже такая очень мягенькая. Будет просто легче вам взбивать блендером. И потом добавлю немного молока, чтобы оно было такое немножко водянистое. Все я буду взбивать таким погруженным блендером. Мне кажется, это просто и легко. Кстати, недавно купила такие витаминки, это для женщин, такие же самые купили для мужчин, и такие огромные. Боже, для меня самое ужасное — это глотать таблетки. Вы бы видели, как я давлюсь ими постоянно. В общем, такую витаминочку я выпиваю каждый день. Ну что, я уже переоделась, одела свой любимый топик. Ваши любимые, я знаю, вам так нравятся эти лосинки синенькие. На самом деле, кстати, если вам интересно, очень многие меня спрашивают про эти лосины. Фирма Атмосфер. Я их очень-очень давно покупала, не знаю, если сможете, можете их найти. Сейчас сделаю хвостик и пойдем тренироваться. Хочу сегодня снять технику выполнения упражнения, наверное, жим ногами, потому что вообще хочу снимать такую базу именно техники выполнения разных упражнений, потому что многие девушки просто не знают, с какой стороны подойти к какому-то тренажеру. Поэтому буду снимать такие вот видео маленькие, коротенькие. Ну что, пошли заниматься! Все, я уже отзанималась, сейчас поеду домой, буду готовить, наверное, ужин чуть-чуть попозже. Дима остался заниматься, вообще он гораздо дольше меня занимается.
Тем более у меня сегодня не было кардио, сегодня я вообще еле сейчас спускаюсь по ступенькам. Так что, да, ножки у меня побаливают. И сейчас выпью свой коктейльчик. Все, я уже пришла наконец-то домой. Все, допиваю свой коктейль, никак не могу его допить. Нереально, он сытный вообще. Если вы попробуете, действительно, очень сильно насыщает. Я, наверное, еще часа 2 не буду, наверное, после него есть. Так, в общем, купила я сметану такую, большое такое ведерко. Да, я знаю, что вы заметили, что я очень люблю сметану. Я человек сметана. Это 100%. И вот купила себе такую 20%. Вот тоже купила горошек, такой вот стакан, как пивной стакан, да, может быть, пластмассовый такой. 8 гривен. Да, 8 гривен горошек. Не знаю, буду, наверное, в салатик может добавить. А можно будет просто так горошек покушать. И идем. Купила вот это на 10 гривен. Идем. В общем, да, вот такой вот килограмм сметанки 15-30. Интересно, какие у вас цены. Так что на сметану даже вот интересно, банально. Напишите в комментариях, какие у вас цены. Кстати говоря, хотела вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку в течение прошлого моего влога правильного питания на целую неделю, потому что я вижу ваши фотографии в моей группе, то, что вы начали тоже правильно питаться. Все начали пить этот цикорий. Это вообще так круто и так странно смотреть то, что все действительно начинают правильно питаться, еще и благодаря мне. Это вообще невероятно классно. Так что спасибо за вашу поддержку. Вы меня тоже вдохновляете правильно питаться. Так что питаемся правильно. Так, начну я готовить уже обед и хочу сделать, наверное, плов. Правда, у меня рис шлифованный. Лучше, конечно, покупать пропаренный, но он у меня закончился. Я что-то думала, что он есть, но его, кажется, нет. Значит, у меня здесь говядина. Как видите, это мякоть говядины, она не сильно жирная. Лучше брать именно мякоть. Потом морковочку, сейчас ее мелко порежу. И добавлю, наверное, грибочки. У меня тут совсем немножко их осталось. Тоже кину туда же. Думаю, лишними не будет. И добавлю где-то столовую ложечку томатной пасты, чтобы такой был рисик немножко красноватый. И все это я сделаю в мультиварке. Мне больше всего нравится в мультиварке. Вообще совершенно по-другому получается плов. Вот такой пловик у меня получился. Здесь я добавила немножко листиков салата и один огурчик. Получился очень такой вкусный. Я уже немножко попробовала, и говядина очень мягкая получилась. Еще попробуйте как-то добавить в плов немножко шампиньонов. Запах вообще суперский получается. Так что сейчас будем кушать, хрумкать огурчиком. И чуть попозже, может, какой-то перекусик устроим. Сейчас сделаю такой небольшой перекусик таким огромнейшим яблоком. Кстати, яблочки я люблю такие немножечко страшные. Я люблю покупать страшненькие яблоки, потому что мне кажется, что они на самом деле настоящие. Они какие-то там глянцевые, отполированные, которые лежат в супермаркете. Кстати, люблю такие немножко кисловатые, именно такого зеленого цвета. И кажется, зеленый уже смотришь на него, и уже аж слюнки текут из-за кислоты такой. Не знаю, какой это сорт, если честно. Так что, короче, какая разница? Я сейчас буду его есть. Ну что, ребят, уже где-то 9:30, и что-то я, наверное, передумала есть творожок. Мне иногда, если честно, кажется, что у меня то ли живот от него надувается, и как-то тяжеловато мне его переваривать на ночь. Не знаю, напишите в комментариях, как ваш организм воспринимает творог, потому что у всех по-разному, у всех организмы разные. Так что я решила просто сделать себе такой легкий салатик с яичком. Ну, в общем, сейчас покажу как. Я, если честно, сама не знаю, как я его сейчас буду делать. Просто напихаю что-нибудь в тарелочку. В общем, у меня здесь 2 огурчика. Один такой корявенький какой-то. Перчик, 3 яйца. Горох зеленый, который я покупала сегодня. И листы зелени. Так что сейчас что-то намучу. Ну что,
Вот такое у меня блюдо получилось. Прям можно на праздничный стол. Не знаю, что я тут намутила. В общем, наверное, будет вкусненько. Ничего, такой салатик получился. Уже тут попробовала немножко. Так что есть смысл попробовать такой салат именно вечером. Такой очень легенький и утолит жажду, и довольно-таки питательный. Тут такая огромная тарелка вроде бы, да, и наедаешься хорошо ей. Ну что, ребят, тогда встретимся с вами завтра. Завтра новый день, новые влоги. Продолжайте смотреть меня всю эту неделю, потому что видео будут каждый день. Так что встретимся с вами завтра. Пока!